Приветствую вас на канале о путешествиях «Орел без решки». Я нахожусь в самом любимом среди русских городов в Турции на Средиземноморском побережье. Это Алания, а это Göç-Alanya, куда приходят русские переселенцы получать ВНЖ, чтобы остаться в Турции на длительный срок на законных основаниях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поехали! Так что же случилось после 26 декабря 2022 года? Почему русским перестали выдавать ВНЖ? А случилось следующее. Просто после этой даты все, кто подавался на ВНЖ по аренде, стали получать отказы. При этом условия получения ВНЖ были такие, что нужно было оплатить стоимость аренды жилья на срок запрашиваемого ВНЖ, чтобы предоставить нотариально заверенный договор об аренде жилья в пакете документов, а также медицинскую страховку. Можно ли вернуть эти деньги? К сожалению, за аренду деньги вернуть практически невозможно. С медицинской страховкой все проще. То есть, что случилось? После 26 декабря все те, кто подавался на ВНЖ, не зная, что вероятность отказа практически 100%, потеряли все свои деньги и вынуждены были покинуть Турцию. Почему русским перестали давать ВНЖ? Существует две версии. Первая версия очевидная. Цены на аренду на Средиземноморском побережье стали просто огромные, что сами турки просто не могут себе позволить снять здесь жилье. То есть это такой популистский шаг властей перед президентскими выборами, которые должны состояться в мае. Вторая версия конспирологическая. Президент Турции договорился с президентом России сделать жизнь русских беженцев здесь более сложной, и они были вынуждены вернуться на родину. Если Алания – это самый русский город Турции, то Махмутлар – это самый русский район Алании. Надо отметить, что Махмутлар, как и некоторые другие районы Алании, закрыты для ВНЖ. Более того, они были закрытыми для ВНЖ и до 26 декабря. Даже при покупке недвижимости стоимостью выше, чем $75 тысяч на момент покупки. Так вот, купив здесь квартиру, вы не сможете получить ВНЖ, потому что в Турции действует правило, что если в районе проживает официально больше, чем 20% иностранцев, то район закрывается. А русские, которые здесь живут в Махмутларе, покупают фиктивные адреса в других открытых районах Алании или даже в других городах. Но я вам не рекомендую это делать, потому что по фиктивным адресам ходят проверки, полиция проверяет, кто там живет, и вам может грозить депортация. Как же все-таки быть? Как получить ВНЖ в Турции в 2023 году? Если вы хотите жить именно на Средиземноморском побережье, то вариант только один. Покупать недвижимость стоимостью более $75 тысяч по оценке на момент покупки. Получить ВНЖ по аренде на Средиземноморском побережье Турции нельзя. Можно также попробовать получить ВНЖ в непопулярных у туристов городах, таких как Бурса, Адана, Мардин, собрав полный пакет документов, и обязательно нужно предоставить план ваших туристических поездок. И даже при этом никто вам не даст стопроцентной гарантии. Есть и непопулярные способы получения ВНЖ, такие как студенческий ВНЖ, ВНЖ по замужеству и рабочий. Рабочий ВНЖ, наверное, самый подходящий вариант. Но если вы нашли работу в стране, которая вам нравится, не обязательно выбирать именно Турцию, где минимальная зарплата 8,5 тысяч лир. Канал «Орел без решки» – это все о жизни за границей. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео.